Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Поливаю стеллаж здесь. Жарко у нас. Я бы сказала, душновато. Влажность есть, но орхидеи пересыхают все равно очень быстро. В общем, поливаю и покажу вам сейчас после полива те 4 горшочка с орхидеями, которые мне передарили. Те, которых удалось спасти. Не то чтобы прямо они спасенные уже, они не спасенные, они еще не в понятном состоянии. У меня они уже третьи сутки. Третьи сутки, я их, конечно же, еще даже не поливала. И я, честно говоря, даже не пойму, как их поливать, потому что они там посажены не мной, хотя те же ингредиенты использованы, та же система. Но я вот одну орхидею взяла в руки, девчонки, сейчас покажу. И мне показалось, вот это, знаете кто? Это Surf-Song, что она прям там, в этой закрытой системе, прям она в мхе там. Мне это не очень нравится. Я сейчас буду доставать, и мы польем, посмотрим, что здесь, и достанем. И я хочу в плагрон, девчонки, посадить мальчишки, потому что когда корни вот вижу... Тут вот есть зеленый корень, еще непонятно, кисель, не кисель. Но я не знаю, как поливать ее в последующем, чтобы тоже не залить. А Surf-Song один из тех, кто такой. Непростой. Ну вот у меня был Surf-Song. У девочки жарко, прям надо же кондиционер включать. Сколько здесь градусов? А, вот. Здесь у меня градусник. 26. Может, а мне так душно? У меня такой возраст. Мне всегда душно. Короче говоря, девочки, я буду смотреть и покажу вам свои закрытые системы с плагроном. Хочу вам показать, у меня его много. Я его прикупила, вот. И я хочу показать, как растут мои недавно пересаженные в плагрон. В общем, столько хочется показать. Оставайтесь со мной. Сейчас посмотрим, что здесь на стеллаже. Как себя чувствует последняя покупочка. Это те, которые от Ольги Вовк приехали. Бульбаши, их называю. Ну, вот давайте сразу покажу. Вот этот Dendrophalaenopsis. Яя, да? Яя, который я разделила на две части. Вот одна деленка, только что полила, видите? Ну, корней еще пока нет, но зеленых листьев пока нет. Желтых нет. Желтых нет, вроде как растет. Вот этот какой-то один рост, видите, кто-то его еще в теплице попробовал. Видите, он погрызанный. Яя, вот одна деленка. Я уже пролила. Вот здесь я их поставила. Не знаю, может им солнца мало. Ну, пока некуда ставить. Вот вторая деленка. Вот на две он у нас разделился. Разделила его я. Вы ни при чем. Так, ну, конечно, тут еще корней нет. Я пролила, ну, не знаю, девочки. Ну, вторая деленочка такая мне больше нравится, такая компактная. В этот горшочек пошла деленочка с такими вот одинаковыми ростиками. Интересная. Dendrophalaenopsis у меня ни разу не было. Мне прям интересно, как они растут. Я вот так в кашпо засадила его, поливаю в кашпо. Проливаю водичку, там оно осталось. Там чуть-чуть осталось, но маловато, я бы еще добавила. Девочки, разбавила удобрение вот это, которое купила, черная орхидея. Сейчас этим удобрением все поливаю. Вот так вот. Поливаю все. У меня вот, как вы, у меня так. Беру какую-то бутылку, поливаю с этим удобрением. Потом чуть ли там уже не до дна. А потом думаю, так, надо же какое-то другое. Ну, или даже уже удобрения хватит.
уже надо там какую-то добавочку-веселушку, типа HB101 какого-нибудь стимулятора. То есть сначала надо накормить, а потом стимулировать, не наоборот. Если не откормленное растение и его стимульнуть, то это неправильный алгоритм. В этом деле нужен алгоритм. Скоро повернется солнце, здесь будет пекло. Поэтому я хочу это все дело быстренько полить. Так, здесь у меня инциклия кохлеата, так она, по-моему, называется. Я ж ее даже ничего с ней не сделала, девочки. Вот она вот в этом бруске кокосовом так и сидит. Просто я заливаю его, и вот так вот мы... Слушайте, может тут будет... А ну, Марина, это что, цветонос? Мариш, скажи мне, напиши, пожалуйста. Девочки, это я обращаюсь к Марише, у нее... Марина Телеш. У нее вот такая же есть, я видела, красиво цветет. И вообще, девочки, у кого есть эта инциклия, это вот мне ждать здесь вот из середины, это будет цветонос, что это за листик идет? Но она, вижу, цвела вот здесь вот есть. Короче, я ее полила хорошенько, кокос промочила. Там даже новые корешки есть беленькие, вот там, вы не увидите, беленькие корешки. Их видно, они такие прям, белые-белые. Второй бутон у меня открылся красивый. Вот этой красавицы. Мету Кинг. Руби Даймонд, короче. Вот такой, видите. Красота. Да, он пахнет. Так, не резко, но пахнет. Но красивый, девочки. Смотрите, какой. Так, что тут ничего не раздавить. Очень красивый. Так, кто еще из Олиных приехал? Сейчас я переключусь, вам покажу вот так на стеллаже. Так, из Олиных еще вот здесь у меня фармери, которые Альба. Вот сейчас буду стеллаж этот разбирать тоже, буду его поливать. Она у меня, я ее так вот в этот горшочек, о боже, поместила, даже вот эту корзинку не вынимала, девочки. Вот прям вот так я ее поместила. С этой корзиной прям, думаю, ну что я буду уже ее разбирать. И я поливаю, там водичку оставляю, так она стоит, у нее новый рост растет. Вот такая вот. Пока за короткое время, сколько они у меня, недельку, пока вроде ничего не пожелтело. Так, где моя поливалка? Вот она. Сейчас сразу раз достала, сразу и полью. Да вот так лью, девчонки, то, что стекает, то стекает. Фармери Альба. Я думаю, что ей понравится такое содержание. Там, правда, хорошо кокос впитывает. Правда, там темновато. Ей бы больше света. Ну, посмотрим, как вырастет. Показателем будет вот этот новый рост уже в моих условиях. Это не его выход, не моя заслуга, но он такой интересный. Так, потом поставлю. Так, это было раз, два, три. И вот четвертый, вот этот дендробиум. Большой, там у него была новая бульба. Непонятно, растет она, не растет. Тоже я вот так его высадила. У него вот здесь, на вот этой бульбе, на этом ростике. А что у дендробиума? Рост. Вот здесь пожелтел, отпал листик один. Ну, я не думаю, что это прям критично. Вот это вроде как новый растет. Это красивый такой дендробиум. Мне он очень нравится на картинках. Вживую я его не видела. Это Катон Санрей. Ну, солнечный такой дендробиум, крупноцветковый, классный. Ну, это классика. Это классика. Вы видели, как я их усадила в горшочке. Как мои морковки. Вниз мох. А здесь нет, здесь просто. А что ж я оставила такое кубло? Смотрите, там нету грунта. Девочки, вот и все. Надо здесь пропихнуть кусочки коры. Нашла недочет. Смотрите, какое пространство я им оставила. Не знаю, надо будет
туда протолкнуть кору. В общем, я его вот так заливаю, тоже снизу оставляю. Надеюсь, что от нового роста новые корни проснутся и пойдут искать воду. Начнут расти. Ну, вот так нормально. Такой интересный. Они у меня все после обработки Аберон Рапидом. В качестве прилипателя я использовала Фрощ. Моющее средство для посуды. Оно с нейтральным pH. Понимаете, как я схитрила? В общем, сейчас я эту полочку попроливаю. Тут и хои, и все вместе. И вижу, вон, видите, какие корни у нас красивые идут. Это у нас метушный герой. Мету Гиган Драгон Свити. А личи вот там, девочки, жду. Скоро. Первое цветение Мету Гиган Драгон Личи. Вот так вот. Вот тут все так же цветет метушный Метусан, мне кажется, это. В общем, девочки, надо сейчас все это полить. Сбросил бутоны, красавчик, уже надо пересаживать его. Лаврентий отцвел, это тоже отцветает. В общем, все отцветают. Все, этот вообще сухой. Недавно поливала, все так быстро. Но у него корневой рост, его надо тоже пересаживать. Всех надо пересаживать. Все требуют внимания, ухода. Кто-то напишет: Аня, зачем столько много орхидей? Девочки, у меня, это не у меня так много орхидей, это у вас так мало орхидей. Смеюсь, конечно. Знаете, это как сколько душе угодно. Вот когда уже душа насытится, скажет все, тогда будем делать стоп. Кто-то аж уходит из коллекции, к сожалению. Кто-то остается, выживает сильнейший. Смотрите, какой красивый лист уже у меня вырастил красавчик филиппиненсис. Вот, смотрите, я прям любуюсь. Кстати, у меня там полочка с такими подобными орхидеями. Но он здесь у меня тоже уже сухой такой, но он еще не совсем высох, видно, ему перепадало. Где-то у него здесь был цветонос, я вам покажу. Вот цветонос, но он как приехал, так и не развивается. Но красивые листья у шелериан, ой, у их гибридов, вот таких вот у филиппиненсиса. Красавчик. Так, все, девочки, сейчас я это быстро полью. Сверху вот так вот. Я начала, конечно, снизу. Вот это уже полила. Полила свои желтеющие, ну, развивающие по корням и по листьям аллокази. Видите, наконец-то вот лист появился у моей азлани. Лист у дракона в мхе. Вот, девочки, все, азлани и шкура дракона в моих условиях только в мох. Может, потом еще и эти тоже переведу. Вот новый листик у Мело. Даже крутит еще третий листик красотка Жаклин. Поле тоже тут растит, еще один очередной лист, один сушит. Мне так не нравится, когда вот такие листья желтые. Ну, говорят, что надо подождать, чтобы растение, чтобы полностью отмирание произошло. Растение забирает вещества полезные. Мне кажется, это такая чушь. Как она может забирать полезные вещества? Он просто не питается. Они туда просто не поступают. И мне кажется, правильно делают те, кто их обрезает. Но на всякий случай, так как еще у них нету толком листьев, я не трогаю. А вдруг это правда, вдруг не чушь. Тут тоже вот азлани начал листик вот появляться новый, крутиться. Это тоже сразу начал пропадать. Но надеюсь, будет красивый новый лист. Такой принцип просто у аллоказий. Довольно странный. Так, все, девчонки, сейчас это вот. И покажу вам, как чувствуют у меня орхидеи вот в этом грунте, в шариках, что делают. И какие-то из этих 4, которые мне подарили, мы тоже все-таки разберем. Может, не все, может, какую-то. Вот у этой мне что-то не нравится состояние. И где-то я видела, ну, вот это, сурфсон. Ну, хотя, ну, посмотрим. И будем, наверное, в шарики пересаживать. Я даже не знаю,
Если там много корней, тогда прям в этих горшках шариками оставим. Если мало, тогда надо будет что-то, посуду поменьше брать. Так, ребята, я полила весь этот стеллаж сверху донизу. Ну а теперь надо начать заниматься вот этими красотками. Вытянем их из горшка. Это очень интересные сорта азиатских орхидей. Особенно вот этот фаленопсис GC Rayan Clava. Представляете? Так вот он называется. Вот так он выглядит. У него такие баклажанового цвета листья. Я же вам хотела показать, почему я сделаю все-таки, наверное, выбор в сторону палагрона. Вот, например, несчастная доходяга, полученная, по-моему, осенью. Leolin Parrot Cat. Вот так он у меня в баночке. И вот смотрите, новые листики. Его листья, мне кажется, были в отеках. Вот это все-таки не насекомые, а скорее всего отеки. И вот он начал корешки расти, девчонки, гляньте. Вот новые корни, вот смотрите, выглядывают прям новые корни. Так, ну здесь вот новый корешок растет, смотрите, вниз туда уходит. И новые листики, и корешки от шеи. Ой, как вам показать? Я думаю, вы увидите, да? Короче говоря, и тут сразу и второй лист растет. В общем, я так смотрю, что ему здесь очень даже ничего. Поливаю я не часто в этом компоненте. Здесь дело в том, что горлышко узкое, может быть не сильное испарение, но я просто вот так наливаю, вот видно даже, что здесь мул собрался. Здесь вот чуть-чуть вот так наливаю. Сколько здесь я наливаю? Сантиметра 1,5. И эти шарики, они пористые. Я в предыдущем, в одном из видео я показывала, прям половинка была у меня. Там такая интересная пористая структура. А есть у меня здесь? Есть. Вот такая вот структура, девочки, видите, вот. И они вбирают влагу, а потом ее постепенно отдают, и орхидеям это нравится. Вот Parrot Cat, бабочка уже цвел, классный. Вот он неплохо здесь сидит. Кто еще? Там много уже в такой системе посадки. Начал растить новый лист. Ой, я еще не пойму. Вот так наклонить. Новый листик начал растить. И новый корешок. Вот видите? Вот. Это сплет. Детка от сплет. Сплет или сплит. Или сплит. Мне сказали, что это где-то там город так называется. В Хорватии, по-моему, или где, я забыла. Или в Испании. В общем, название города. В общем, она здесь неплохо растет. Почему такой высокий стакан предложила? У нее были изначально длинные корешки. Она была изначально посажена... Нет, не мной посажена. Она изначально вырастила такие длинные корни на мамке. А я поздно кинулась ее отделять. Так, и кто еще показал хорошие результаты? Это вот эта победа. Ну, ее так не звать. Ее так не зовут. Это Виктория Лейс, которая вообще была без корней. Вот тут корешочек. Вот сюда смотрите, ниже. Там вот новый корешочек. И вот здесь новый корешочек. И новый листик. И все хорошо в стакане. Просто в стакане. В стакане, засыпанной шариками, очухалась. Так что вот так. Я смотрю, что вроде как сейчас она даже не особо влажная. Вот этот корень пошел у нее вниз, что меня радует. У нее-то корней-то не было, помните, мы пересаживали. А этот немножко вот заворачивает наверх. Это меня не радует. Я не люблю, когда они начинают растить корни в атмосферу. Ну, в общем, главное, что листик, да? И вот этот, я думала, отпадет, ну, со временем, наверное, пока он еще питается. Так что вот я говорю, что вот, в принципе, неплохой результат. Это вот я схватила 3. Тут нету в палагроне, нету.
3 фаленопсиса, которые мне понравились. Как они растут, результат пошел. Еще моя Violet Queen тоже прекрасно растет. Так, ну что делать с этими? Кого достанем? Я смотрю, у этой корни есть. Но такое ощущение, что они какие-то, девочки, прям кисель. И вот много, вот я вижу, что сухих. Вот они были залиты и сухие. Хотя тургор у нее хороший. Как говорят, если вы видите, что хороший тургор, типа, что трогать? Здесь корень, вот вижу, видимый. Зеленый он еще не просух. И один от шеи растет. Вон, видите, вон краешек. Но она сидит прям попой там, мох. Прям у нее, вот видите, вот прям там мох. Булыжники у них большие здесь. Давайте вот этого серфа разберем. Как вы думаете? Мне не нравится, как у серфа там все устроено. Просто я не так делаю. У меня такое ощущение, что он в мхе рос. О боже, девочки, давайте сейчас я переключу. Будем смотреть прям в горшок. Короче говоря, я поменяла местами с видеокамерой. Вот видите, как у него? Он прям вот попой. Вот он сидит не на коринке, а он прям в мхе сидит. Ничего себе, сказал я себе. А где швеломен отсюда? Тот корень, который был красивый. Подождите, а это чей корень? Чей остался? Он чулочек оставил свой. Все. Ну вот, что и требуется доказать. Удельный вес в посадке много мха. Я столько живого мха не ложу, потому что в закрытой системе это капец. Его просто на мох положили. То есть вот это вот большое гнездо из мха. Поняли, девочки? Вот сколько живого мха. Это много для отсутствия корней. Так, что будем делать? А мы будем с вами снимать то, что снимается, вообще кисель. Вот это мы... Ой, боже, смотрите, вот видите? Все. Все. Осталось парочку тяжей и ничего. И вон, кстати, потерял, пока я вытаскивала листик. Ну, все, девочки, ну что я вам скажу. Вон у меня там есть стаканчик с плагроном. Сейчас я вот это вот срежу. Что-то у меня как-то не верится, что здесь что-то будет путное. Да? Хотя вот эти два корешка, они похожи на то, что они в рост собрались идти, но вовне. То есть он борется. Но тут надо больше срезать черноты. И не хочется вот эти два корня потерять. Я сделаю просто вот так. Перекись водорода 3%, если будет кто спрашивать. Вы объясните? Так, вот тут у меня есть такой стаканчик. Он не специально приготовленный. Но повторим вот этот вариант, который был без корней. Да? Повторим. Только здесь у меня стаканчик стеклянный. Мы повторим. Вот видите, какой корешок пошел. Виктория Лейс ожила. Ха-ха. Я хочу ее спасти. Это слишком большой горшок. Сейчас туда мох. Прям, смотрите, какое болото. Смотрите. Я сейчас покажу. Ну, вот. Ну и сколько бы я еще ждала, пока он просохнет. Такое себе, такое себе. Так, ну вот я прям возьму, насыплю этих шариков. Это у меня осталось от какого-то названия воткнем. От какой-то посадки у меня осталось. Девочки, будем наблюдать. Неужели у меня и в этот раз с сюрсонгом ничего не получится? Посмотрим. Все, дорогой, ты идешь жить в условия. Ты будешь у меня теперь литофитом. Эпифитом, живущим как литофит.
камни промыты. Прям как чувствовала. Девочки, у меня сегодня, я прям хожу сегодня все утро вот это вокруг них. Думаю, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Что-то у меня руки чешутся, что-то сделать. Так, а что это я? Сейчас, девочки. Надо глубже его заглубить. Не сел до путя, как хотелось бы. Та-ра-ра-ра. Как вы переживаете эти летние температурные... Ну, они не рекорды, рекорды были в прошлом году, но все равно. Вот я как-то стараюсь самые такие часы с 11 до 4, ну, без надобности не выходить. Если, конечно, есть необходимость, то выхожу, а так нет. Что я тут... Господи, я уже устала его крутить, вертеть в разные стороны. Просто я хочу, чтобы оно зафиксировать его. Ему там нечем держаться, понимаете? И я уверена, что у него все будет в этой жизни хорошо. Вот посмотрите, мы с какого горшка переехали в какой большой, маленький, да? Ну так, девочки. Мы предложили столько мха, а он носом крутит. Еще добавлю, тут у меня есть. Ты носом крутишь, тебе столько мха предложили. Так, из мха вылетела авиация. Так, мне прям теперь кажется, что надо все так разбирать. Да, девчонки? Так, готов. Давайте его немножечко. Конечно, тут удобрение, не адаптоген никакой. Ну, так оставим. Тяжики там немножечко дотянутся. Так, первый пошел. Боже, мне аж дурно. Что ж тут такое? Наверное, то же самое. Давайте. Кора хорошая, голтованная. Вообще сама посадка хорошая. Весь смысл. Это кого мы разбираем? Фортуну пилорик туес. Может, у Фортуны там получше дела? Да. И не получше, и не дела. Слушайте, ну тут тоже, гляньте, у Фортуны что творится. У нее схлопнулся весь веломен. Бедоси вы мои, бедоси. Мамка вам наращивала корни. Ну, не я, а предыдущая мамочка. Девочки, я, так как они бедняги, чтобы не потеряли тургор, я все, что снимается, снимаю руками. Все, что не снимается, то не снимаем. Мох хороший. Кора хорошая. Саженцы не очень. Ну, загубили их в том плане, что жара дала, конечно. Ой, так вот и бывает, девчонки. Чуть где-то отлучился. У нас в начале войны у девчонок столько попропадало, коллекции целые. Люди поуезжали, бежали от обстрелов. Страшные. Ничего, все восполнимо. Не надо. Прежде всего, жизнь своя и жизнь детей. А цветочки, животных жалко. Кто там бросали животных, тут, конечно, это вообще, особенно домашние животные. Здесь вот корень вижу, видите, растущий. То есть у нее все может быть хорошо. Вот этот высохший веломен, но он может тоже... Видите, что я делаю? Что? Мне надо идти баночку искать. Девочки, баночку искать надо идти, потому что у меня нету таких больших стаканов. Так понимаю, что надо еще 3 баночки. Да? Вот такие. Пол-литровые какие-то. Сейчас пойду искать. Дождитесь меня, пожалуйста.
Девочки, сгоняла в кладовку, нашла от господарочки вот такие 3 баночки. Ну что, классные, небольшие такие. Как раз варенье, малина дорогая, смородина дорогая в этом году. Будем орхидеи сажать. Шучу, конечно, но что делать. Мы предложили столько мха, а он носом крутит. Еще добавлю, тут у меня есть. Ты носом крутишь, тебе столько мха предложили. Так, из мха вылетела авиация. Так, мне прям теперь кажется, что надо все так разбирать. Да, девчонки? Так, готов. Ну, давайте его немножечко. Конечно, тут удобрение, не адаптоген никакой. Ну, так оставим. Тяжики там немножечко дотянутся. Так, первый пошел. Боже, мне аж дурно. Что ж тут такое? Наверное, то же самое. Давайте. Кора хорошая, голтованная. Вообще сама посадка хорошая, весь смысл. Это кого мы разбираем? Фортуну пилорик туес. Может, у Фортуны там получше дела? Да. И не получше, и не дела. Слушайте, ну тут тоже, гляньте, у Фортуны что творится. У нее схлопнулся весь веломен. Бедоси вы мои, бедоси. Мамка вам наращивала корни. Ну, не я, а предыдущая мамочка. Девочки, я, так как они бедняги, чтобы не потеряли тургор, я все, что снимается, снимаю руками. Все, что не снимается, то не снимаем. Мох хороший, кора хорошая, саженцы не очень. Ну, загубили их в том плане, что жара дала, конечно. Ой, так вот и бывает, девчонки. Чуть где-то отлучился. У нас в начале войны у девчонок столько попропадало, коллекции целые. Люди поуезжали, бежали от обстрелов. Страшные. Ничего, все восполнимо. Не надо. Прежде всего, жизнь своя и жизнь детей. А цветочки, животных жалко. Кто там бросали животных, тут, конечно... Это вообще, особенно домашние животные. Здесь вот корень вижу, видите, растущий. То есть у нее все может быть хорошо. Вот этот высохший веломен, но он может тоже... Видите, что я делаю? Что? Мне надо идти баночку искать. Девочки, баночку искать надо идти. Потому что у меня нету таких больших стаканов. Так понимаю, что надо еще 3 баночки. Да? Вот такие. Пол-литровые какие-то. Сейчас пойду искать. Дождитесь меня, пожалуйста. Девочки, сгоняла в кладовку. Нашла от господарочки вот такие 3 баночки. Ну что, классные. Небольшие такие. Как раз варенье, малина дорогая, смородина дорогая в этом году. Будем орхидеи сажать. Шучу, конечно, но что делать. Так, я сейчас насыплю еще побольше шариков. Пойду их промою хорошенько. Видите, их не пыль. Помою эти 3 банки. И вернусь, девчата. Будем садить, высаживать вот эту. Будем вот эту доставать тоже. Мне кажется, там то же самое. Да, то же самое. Я так боялась доставать, надо было в первый же день. Но мне, кстати, и времени не было. Подожди, дожди, дожди. Корней нет. Я
Оставил любовь позади. Так. Ой, мама родная. Тут вообще корней нет. А она мне так понравилась, так понравилась. Это вот это. Как она вообще живет? Она, знаете, орхидеи, они, блин, они уже умерли, но им еще об этом никто не сказал. На тяжах живет, на тяжиках. Ни одного корня. Придется листья лишние снимать. Почему? А потому что уменьшить испарение. Вот один корень плотный, остальные все в кисель. Ну, не знаю, девочки, что из этого получится. Не знаю. Вот этот сухой корень вообще пропавший. И этот пропавший. Короче, если она на тяжах дотянет, я в мох не хочу ее садить. Одни тяжи. Одни тяжи остались. Ну, вот так вот. Вот так вот. Будет в баночке. Икра с кабачков. Будем смотреть. Короче, девочки, я правильно сделала, что я не ждала, пока они обсохнут. Я бы их еще полила. Не-не-не-не-не. Что-то мне сегодня подсказала. Так, ребята, ваши ставки на банку из икры. Не банку из икры, а банку из-под икры. Банку из икры. Ой. Ну, я думаю, что она пропетляет, эта красотка. У нее есть растущие корни. Так, а кто это? Вот ее стикер. Ой, он приклеен. Приклеен в горшочку приклеен. Это от Микки. А, ну да, Фортуна. Фортуна бабочка. У меня Фортуна, я вам показывала, обычная. Кто не понял, что это за орхидеи, рассказываю. Мне их принесли. Девочка вынуждена была поменять работу, там что-то там, уехать в другой город, оставила орхидеи. Или в командировку уехала. Я так и не поняла, но неважно. Уехал человек, муж залил их. Я так понимаю, вот в этих горшках он залил их полностью, намочил сильно, слил. Но там, я считаю, ну вот мое мнение, я бы столько мха не ложила. Это много мха. Для закрытой системы это очень много мха. Потому что если бы там был один фитилек, ну то бишь вот для чего я сажу вот в эти закрытые системы? У меня сухо, да? Хоть мы и на море живем. Вот пример моей закрытой системы. Видите? В некоторых горшках есть коковолокно. Я поливаю не замачиванием. Вон даже сухой корень остался. Как ты, Аня, поливала. Короче, смысл в том, что у меня удельный вес мха минимальный. Он в качестве фитиля. Он поднимает вот это количество воды, которое на дне. Что-то корой впитывается, что-то поднимается фитилем. А когда там один сплошняком мох, да еще замачиванием, я бы так не рисковала. Вот здесь, например, у Мету Личи, да, здесь у него мха тоже немного, но кора тут мелкая. Вон даже манка уже. Внизу просто вот обычный керамзит. Не вот этот вот плагрон, а вот обычный керамзит внизу. Я сильно много полила, но думаю, нормально. Он сейчас цветет, и сейчас жарко. Он и не цветет, но собирается. Ему нужно. Но это надолго. То есть я вообще, девочки, не замачиваю. Тут вообще будет из корней кисель. Тут у меня, кстати, корни, вот это надо обновить. Видите? Капец. Это вот старые корни вообще начали пропадать. Сверху растут новые. Ну, в таком горшке. Тоже он позасолился, надо промывать. Ну, короче, я не считаю, что закрытые системы... Но все равно будешь выскакивать сейчас.
надо поливать прямо замачиванием. Ну, я не знаю, ну куда? С таким количеством мхов. Сделаю поправку. С таким большим количеством мха я бы не поливала. Так удобнее, правда? Закрытые системы замачивания. Доливом в одно только место, вот так доливом чуть-чуть водички, чтобы она распределилась по мху. Замачивание — это если в закрытой системе мха минимум или вообще нет, потому что он на себя наберет. Теперь вот спасаем, да. В общем, девочка раздала все эти орхидеи свои. Ну, может, не все, может, какую-то часть. Ну, в общем, я не знаю эту девочку. Может, кто-то из вас эту историю знает. Ну, вот у меня от этой девочки 4 орхидеи. Вот. Вот так получилось. Вот тут тяжики, они будут водичку пить. Сейчас керамзит весь, этот плагрон весь мокрый. Слушайте, может, надо было тут тоже в такой горшочек посадить. Ну ладно, пускай в стаканчике будет. Чем мне нравится именно... Девочки, я не сняла этикетку. Чем мне нравится именно вот такой вот, именно в стакане, тем, что... Положу паспорт. Тем, что в стакане не нравится. Он мягкий, мягкий. Тяж остался на улице. Давай, родной, иди вовнутрь. Туда. Девочки, я не знаю, что с этой затеей выйдет. Будем с вами смотреть, да? Но смысл в том, что тяжики хотя бы оставить. Не надо срезать все. Все не надо срезать. Так, теперь вот эта красота. А мы брызгали ее, да? Этим перекисью, я уже забыла. Пока я ходила за банками, ну еще раз брызну. Тут 4 листа, но они уже начинают как-то не сильно хорошо чувствовать себя. Так как ты фиолетовая, мы тебя в икру баклажановую посадим. Девочки, это я просто немножечко делаю позитивнее видео, чтобы мы с вами совсем не расстроились, да? Ну, ей будет очень прикольно здесь. Баклажанчик такой, да? Такое может быть у любого, у каждого. Там девочки пишут мне: вот, Ань, вы показываете как есть. Да, девочки, мало ли, заболел, уехал, какая-то, не дай бог, неприятность случилась, пришлось из-за войны уезжать. Покинешь все и поедешь. А что делать? Бросишь все и поедешь. Все бросишь. Если надо будет спасать жизни свои и детей, то сильно будешь смотреть на цветы? Нет. Нет. Сейчас вот бегу к маме. Тоже она там у меня не в лучшем состоянии, не в лучшем самочувствии. Поэтому жизненные обстоятельства, это всяко может быть. А цветы они терпеть не будут. Им нужен и полив, и уход. А сейчас то жарко. Вон я пока могу, включаю кондиционеры. Вот смотрите, ну, чтобы не задохнулись они и не сварились. Вот так она будет расти. Где твой паспорт? А, он тоже прилеплен. Тоже прилеплен. Микки Орхидс. Микки, по-моему, поменяла уже. Это видно орхидеи, наверное, не с этого года. Поменяли они уже свой логотип. Это, наверное, прошлогодние орхидеи. Так, ну и осталась одна дама, которая еще у нас цветет. Пелоричная. Может, хоть у нее там все нормально. Хотелось бы верить. Ну вот корень вижу наполовину сгнивший, наполовину живой. Непонятно. Разбираем, да, девочки? Разбираем. Я только не могу понять, это старая посадка или это сейчас пересадила так хозяйка. Я понять не могу.
Я, девочки, не знаю тонкости. О, вот это самый лучший вариант на сегодня. Так как мы видели, что как она молодец цветет, мы ей сделаем так. Красота. Смотрите, как эстетично, да? И тоже прощупаем все корни. Прощупаем. Здесь Максим ходил. Так, ну вроде нормально. У этой корни нормальные. Где наша еще одна банка? Она пойдет тоже в господарочку. А нет, не все нормальные. Вот я нашла участок веломена, который киселек. Он тут тоже. Ну, мы обеззаразили. Если какой-то где-то есть. Так, все. Девочки, оставлять можно было вот так, в открытой системе. Но я не хочу усложнять себе жизнь постоянными поливами, беганием через день, каждый день, вот это замачивание. Мне хватает моих ванн. Ванды у меня в открытой системе, они уже там корней нарастили, я их поливаю замачиванием. Вот только что пошла слила и кротону вылила воду. У меня кротон водохлеб, и я ту воду, которую сливаю с ванн своих, я предлагаю кротону. С удобрением, со всеми делами. Он у меня король. Так, я вижу, что должно хватить шариков. Я думаю, что в этих баночках у них они такие невысокие, у них не узкое горло, а широкое, что будет способствовать воздухообмену. Думаю, что все будет хорошо. Вы знаете, вот в такой ситуации это лучше, чем вон то. Ну, это на мой взгляд, мне так кажется. Мне так кажется, потому что вот после мха, вот моя леди Вайлет. А, нет, это не Вайлет, это Виктория Лейс. Вот она, вот видите, какая молодец. А с ней подружиться, девочки, да, надо иметь терпение. Но она у меня в мхе вообще сидела как зачарованная. И процвела, главное дело. Я хоть посмотрела, у нее есть мутация, все в порядке. Я такая думаю, ничего себе, я себе сразу бумс, целый мешок плагрона купил. Вот теперь занимаюсь. Не, ну какие-то я, конечно, буду вот садить, высаживать в такие системы, естественно. Ох. Я не могу понять, или их недавно пересадили, и они уже в этой системе пропали, или они пропали где-то в другом месте. Я понять не могу. Ну, вообще не знаю, девочки, ничего, никакой подробности, никаких не знаю. Рассказали, как это случилось, но не знаю, посадила их сейчас хозяйка или, ну, мамочка, или это давно уже посадка, может весной, не пойму. Но я думаю, что вот мы с вами понаблюдаем, как будет им в этой посадке. Правильно? Так что я смотрю, мне не хватать. Не хватать. Надо будет еще добавить. Они вот здесь хорошо растут и нормально им. Просто поливать надо удобрением. То есть чаще, чем для обычных. То есть рекомендации по поливу орхидеи в этом плагроне, они немножечко отличаются от рекомендаций в коре и в мхе. Тем, что здесь нужно чаще использовать удобрения. Не увеличивать концентрацию не надо, так как здесь просто как бы нет никакого питания. Это, вы же сами понимаете, ингредиент штучный, ну, господи, неорганический. Там ничего не гниет, там нет той микрофлоры, которая бы там, как здесь, там расщепляла, выделяла какие-то вещества, которые потом корнями орхидей впитывались, орхидея кайфовала. Ну вот, еще две стоят. Дело в том, что просто давать им больше покушать. Так, сейчас я еще насыплю, пойду и принесу, помою. Уже закончилось.
Так, я еще домыла. Сейчас добросаю, девчонки. И все. Думала, куда ж я все поставлю. 4 огромных горшка. Ну вот. Не думай, как думается. Да? Как Бог даст. Вот так вот. Хорошо, что я заглянула. Я сейчас позвоню своей знакомой, которая мне их принесла. У нее ж она больше себе их много оставила. Спрошу, как у нее там дела с корневой. И скажу, что, ой, жалко, что я не пофотографировала. Но она потом посмотрит видео. Это будет попозже. У меня там очередь из видео, девочки. К тому времени, когда видео выйдет, наверное, уже будет какой-то результат. Надеюсь, конечно, на положительные, а там кто его знает. Так, кому добавить? Девчонки, кому добавить? Все. Надеюсь, что все будет чики-пики. Чики-пики. Так, девочки, все. Так, это убираем. Мы пересадили вот эти. Вот. Вот так вот. Из таких горшочков пересадили вот в такие. Надеюсь, все будет хорошо. И мы поправимся, и мы всех порадуем. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Пока-пока. Пишите ваши комментарии, что думаете, выйдет что-то из этого или нет. Ну, будем, конечно же, заглядывать к ним с ревизией, смотреть, как у них дела. Пока-пока. Обнимашки.